Всем привет! Я верю, многие из вас сталкивались с ситуацией, когда при включении компьютера операционная система не запускается, например, выдает синий экран или загружается очень долго. Первое решение, которое приходит в голову, это переустановить Windows. Но что делать, если под рукой нет загрузочной флешки? Можно, конечно, отнести компьютер в сервис или заплатить кучу денег выездному компьютерному мастеру, но прежде чем это делать, я рекомендую попробовать восстановить Windows без переустановки. В этом видео я покажу все способы восстановления операционной системы средствами самой системы. Стоит отметить, что вероятность положительного результата во многом зависит от качественной диагностики, поэтому если вы не знаете, чем вызван сбой в работе Windows, очень рекомендую перейти по ссылке в описании и получить необходимые консультации. Для этого нажимаю «Пуск», далее «Выключение», зажимаю клавишу Shift и выбираю «Перезагрузка». После перезапуска откроется меню действий. Первый пункт – продолжить. Если перейти по этой вкладке, система загрузится в том состоянии, в котором она сейчас находится, без каких-либо изменений. Вкладка «Выключить», название говорит само за себя. Если на нее нажать, компьютер просто выключится. Переходим в пункт меню «Поиск и устранение неисправностей». И здесь у нас есть выбор «Вернуть компьютер в исходное состояние» и дополнительные параметры. Итак, вернуть компьютер в исходное состояние. Используя этот пункт меню, вы сможете откатить систему в состояние, как будто ее только что установили. И тут будет предложено два варианта. Восстановить с сохранением данных и без сохранения данных. Выбрав первый вариант, пользовательские данные, такие как фото, документы, видео и тому подобное, сохранятся, но программу придется устанавливать заново. Второй способ можно сопоставить с переустановкой. Будет абсолютно чистая система с базовым набором программ. Поэтому лучше отложить эти варианты и перейти к листу. Выбираем пункт меню «Дополнительные параметры». Здесь мы видим еще несколько пунктов. По каждому из них я сейчас расскажу более подробно. Первый пункт позволяет откатить систему на определенное время назад с использованием ранее сохраненных точек восстановления. Работает в случае, если у вас включена функция защиты системы и настроено автоматическое создание точек восстановления. Как настроить эту функцию, я рассказываю в видео «Оптимизация Windows». Подсказка появится в конце этого ролика. Перехожу в этот пункт меню, выбираю точку восстановления и жду завершения. Процесс может занять длительное время, поэтому нужно запастись терпением. Второй пункт. Восстановление системы из образа системы. Его можно применить в том случае, если заранее создан образ на внешнем носителе, например, флешке или внешнем жестком диске. Также этот способ можно применить для переноса Windows со всеми программами и данными на другой компьютер или в случае замены жесткого диска. Следующий пункт. Находит и исправляет ошибки в автоматическом режиме. Подходит в случае, если Windows совсем никак не запускается, в некоторых случаях устраняет проблему с синим экраном. В этом случае добираться до меню «Дополнительные параметры» придется другими методами. О них я расскажу чуть дальше. Следующий пункт – командная строка. Позволяет выполнить огромное количество манипуляций с операционной системой. По использованию командной строки я сниму отдельное видео, а сейчас его пропущу. Следующий пункт. Открывает возможность выбора параметров загрузки. И здесь мы увидим от 7 до 9 возможных вариантов. Порядок выбора в списке может быть не как у меня, но суть останется та же. Первый пункт – режим отладки. Позволяет включить режим повышенной диагностики. Используется опытными пользователями и системными администраторами. Следующий пункт – ведение журнала загрузки. При включении этого режима формируется текстовый документ, который содержит в себе информацию об установленных драйверах и компонентах операционной системы. Это также очень полезно при расширенной диагностике. Третий пункт – включить видеорежим с низким разрешением. Запускает Windows с минимальными параметрами видеокарты. Это дает возможность переустановить или заменить некорректно установленный драйвер. Далее – безопасный режим. Используя этот пункт, Windows запустится с минимальным использованием ресурсов. В некоторых случаях позволяет откатить систему, используя функцию защиты системы. Также можно удалить некорректно работающие драйвера или некорректное обновление. Следующий пункт – безопасный режим с поддержкой сетевых драйверов. Все то же самое, что и в предыдущем варианте, плюс поддержка интернета и локальной сети. Далее, безопасный режим с поддержкой командной строки. Название говорит само за себя. Запуская Windows в этом режиме, я смогу дополнительно использовать командную строку. Седьмой пункт – отключить обязательную проверку подписи драйверов. Может помочь в устранении проблем с некоторыми драйверами на специфическое оборудование. Далее, отключить ранний запуск антивредоносной защиты. В некоторых случаях помогает устранить синий экран, запускайте систему в этом режиме и переустанавливать антивирус. Девятый пункт – отключить автоматический перезапуск после сбоя. Запуск в этом режиме чаще всего используется в случае, когда появляется синий экран. Сразу происходит перезапуск и нет возможности зафиксировать код ошибки. Итак, я показал все варианты восстановления Windows.
И один из способов, как зайти в дополнительные параметры в случае, если Windows хоть как-то оно запускается. Но что делать, если не удается зайти в операционную систему? Необходимо во время загрузки нажать клавиши от F1 до F9. Для различных моделей материнских плат и ноутбуков клавиши разные, поэтому придется сделать несколько попыток. Или поискать дополнительную информацию в интернете конкретно под вашу модель. Также стоит отметить, что сбои в работе Windows могут быть вызваны выходом из строя различных комплектующих, например, жесткого диска, оперативной памяти, компонентов материнской платы или даже об их перегрев. Поэтому, если ни один из способов вам не помог, лучше обратиться к специалисту. Спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео.